Если мы говорим о политической реформе, которая вот сейчас заявлена от имени президента, то, конечно, реформой назвать это можно только при очень большом оптимизме. По-моему, у Орвелла в его знаменитом романе есть, что если ты хочешь что-то сделать, сначала лиши народ, а потом верни ему то, что у него было, и это будет воспринято с благодарностью. У нас были прямые выборы губернаторов. С вами все прекрасно помним. У нас были с вами половина мажоритарных округов для формирования Государственной Думы. Потом это все отняли, потому что депутаты, одномандатники, оказались немножко несговорчивее, чем хотелось бы. Думали, что через партии будут просто применяться методы административного такого командования. Убрали многие другие вещи демократического плана, там затруднили крайне до неприличия референдум и отменили выборы губернаторов под предлогом, что нужно укреплять власть, и, дескать, теракты постоянные не дают возможности. Именно губернаторы, которые не подчиняются центру, и есть главная причина всех этих наших террористических несчастий. Губернаторов стали назначать, террористических актов меньше не стало. Если мы читаем текст закона, то там есть некий такой прообраз политического фильтра от президента. Понятно, что Владимир Владимирович считает, что он обязательно победит на выборах, и желательно в одном туре, и желательно честно. Поэтому он полагает, что 6 лет он будет регулировать этот вопрос назначения, избрания губернаторов. То есть некими фильтрами договариваться о том, что персона нон-грата не должны быть выдвинуты партиями. Но самая удивительная формулировка в законе, это то, что вот этот механизм консультации и согласования с президентом будет определен самим президентом. То есть, ребята, вы будете со мной согласовывать, но процедуру, механизмы, порядок и так далее я вам определю сам. Какую, потом придумаю. То есть там вообще ничего по этому поводу нет. Посмотрите, что происходит. Закон внесен. У него нет ни исполнителей, ни соисполнителей. Нет решения, когда его рассматривать. И сейчас в пожарном порядке власть начинает менять губернаторов. То есть она сейчас хочет провести замену тех, кто вообще подлежит этой замене. Потом скажет, мы вам дали закон. Он будет работать через 5 лет, ради бога, подождите, но закон же есть. То есть закон не будет работать на самом деле. В чем главная причина, все-таки, на мой взгляд, появления этого законопроекта? Геннадий Владимирович сказал, что это уступка. Это не уступка, это имитация уступки. Было понятно, что схема назначения губернаторов совершенно неэффективна. Она создает проблемы для самого федерального центра. И было очевидно, что ее будут менять. Просто потому, что это создало вполне понятные электоральные трудности. В том падении результатов Единой России, которые мы наблюдали на региональных выборах и на финише на выборах Государственной Думы, невзирая на все массовые фальсификации, совершенно очевидно был очень большой вклад того, что изменился порядок определения глав регионов. И ощущение этого кризиса, оно присутствовало, и этот порядок все равно бы меняли. То, что искусственно ускорили и привязали это дело хронологически к событиям в Москве, просто-напросто это было ситуативной попыткой использовать это в двух позициях. Первая — попытаться залатать дыру, которая наносила электоральные прорехи в партию власти, а второе — одновременно с этим попытаться успокоить часть недовольных, сделав вид, что это якобы уступка. Это не уступка. Это попытка заместить исчезнувшую связь между властью и населением регионов, когда губернаторы действительно потеряли всякие стимулы для нормальной электоральной работы. Действительно, на сегодняшний день у нас из 83, 58 никогда не избиравшихся. Это люди абсолютно не публичные, во многих случаях просто вообще непригодные для публичной политики, не избиравшиеся никогда даже депутатом райсовета. Законопроект готовился в пожарном порядке, что он, видимо, не прошел всю ту процедуру, которую обычно проходят законопроекты. Все-таки они в гораздо более причесанном виде, особенно принципиально важные для политической системы, выходят из недр президентской администрации, правового управления и так далее. Поэтому очевидно, что происходят какие-то такие движения достаточно импульсивные, и неудивительно, что если сначала Владимир Путин говорил о фильтре, как о вещи решенной и обязательной, но тут же, видимо, ему указали на неконституционность такого фильтра, и в нынешнем законопроекте фильтр прописан очень странно. Партии имеют право консультироваться с президентом по той процедуре, которую он предложит сам, а имеют право и не консультироваться. В соответствии с этим законом очень немного выборов губернаторских пройдет. Опять же, коллега Кенев уже дал графики. Думаю, что в закон будут вноситься поправки,
И более того, поскольку жизнь наша развивается, не стоит на месте, и политическая система вынуждена сейчас догоняющим порядком подстраиваться под эту жизнь, скорее всего, к тому моменту, когда закон заработает в полную силу, он уже будет устаревшим. 3 плюса выборов. Ну, первое, это кадровые лифты. Сегодня я просто, поскольку много работаю с регионами, могу сказать, поколение 30-40-летних ребят, молодых бизнесменов, которые хотят реализоваться в политике, но по факту этого сделать не могут, потому что единственный инструмент это вот эта вот партийно-бюрократическая вертикаль, где критерии отбора, они, скорее представляют собой критерии негативной селекции, отнюдь не позитивной. То есть не самые талантливые, не самые энергичные, не самые эффективные, а самые, лояльные. Дальше. Снижение давления общественного мнения на федеральный центр. Появляется новый центр ответственности уже в регионах. Рост эффективности за счет согласования интересов местных и федеральных элит, потому что так или иначе люди в ходе выборов губернатора вынуждены будут договариваться, как-то согласовывать свои интересы. Как повлияет на ситуацию на Северном Кавказе возвращение к прямым выборам глав субъектов федерации? Я думаю, это закрепит фактическую автономность Северного Кавказа, особенно мусульманских регионов, и, так сказать, укрепит сепаратистские тенденции в этих регионах, несмотря на формальное пребывание республик в составе России. Будет ли ситуация отличаться от остальных регионов России? Ситуация качественно отличается тем, что уже сегодня мусульманские регионы Северного Кавказа де-факто не являются частью политико-правового пространства России. И эта дистанция будет только нарастать. В отношении других регионов об этом сказать пока нельзя. Расхожий аргумент против возрождения губернаторских выборов. Все будет как в 90-е годы, когда толстосумы и криминал влияли на ход избирательной кампании в регионах? В нулевые годы 21 века фактически была стерта грань между криминалом, легальным бизнесом и бюрократией. Возможно, это один из важнейших результатов путинского правления. Поэтому если сегодня какой-то кандидат в губернаторы вносится федеральным центром, то можно считать, что криминальные интересы уже учтены. Поэтому никакой дополнительной криминализации процесса выборов губернаторов я не ожидаю.